Всем привет, дорогие друзья! Доброе утро и добро пожаловать на канал! Сегодня я вам покажу вам судовой завтрак. Мы уже наконец вышли. Так что направляемся в наш порт Den Helder и уже в работу. Будем заступать в работу, в проект. Сегодня на завтрак я хочу приготовить жареные яйца, овсянка, бекон в томате и ленивые хачапури. Очень вкусные и безумно простые, как я люблю. Но сначала кофеек. Ребята сняли уже бумагу, надо все подмести, помыть палубу и приступать уже к приготовлению завтрака. Ну что, приступаю к уборке. Надо сходить за санитайзером для столов, а то что-то закончился. Посмотрим, тут вся, смотрите, чистота, благодать. Так, где? Вот он, оба. Санитайзер. Потому что все пищевые поверхности, рабочие поверхности обрабатываются санитайзером. Стекло спреем для стекол, а остальное мыльными растворами. Так, теперь сырную мясную нарезку. Вот, кстати, отварные яйца стоят здесь, так что кто хочет, в любой момент может их поесть. И также само порции, которые остаются, например, с обеда, с ужина, я там курочка, свининка, я там откладываю в холодильник тоже ночью или в момент кофе-тайма. Все, кто хотят, могут прийти, взять и покушать дополнительную порцию. А там уже на следующий день я уже это все выбрасываю. Поставил на овсянку, она уже закипела. Сейчас надо закинуть сахар. Столовую ложку, щепотку соли. Соль я уже добавил. Теперь добавляю овсянку, 2 чашечки. Раз. 2. Все, она уже бурлит. Поэтому сейчас только начинает закипать, я ее сразу снимаю. И оп. Четенько. Все, оставляю, она как раз там за 20 минут набухнет. Сейчас поставлю багеты и приступим к хачапури. Ленивый хачапури. Обалденный рецепт. Для него там понадобится... я буду делать двойной замес. Вы можете делать в половину меньше. Багеты поставил. Теперь приступаю к хачапури. Так, рецепт элементарный, безумно вкусный и простой. Так, смотрите, берем 2 яйца, разбиваем их в миску. Есть. Теперь берем соль. Где у нас соль? Вот соль. Туда щепотку, бах. Готово. Венчик. Раз. Так, перебили вот так вот. Просто разбили яйца. Молока. Есть. Раз. Готово. Теперь муки.
Главное, чтобы не было комочков. Сейчас их так хорошо размешиваем. Шикардос. Сыр 400 грамм. На крупную терочку. Бац-бац-бац. Сыр берем ваш любимый. По сути, любой, он только с большой жирностью, потому что сыры, чем больше жира, тем лучше плавятся. Так что там моцарелла, гауда, эдем, что-то вот из этой оперы. Все, натерли. И сюда добавляем. Это все тоже сюда. Nice. И вмешиваем сыр в наше тесто. Оп. Получается такое густое тесто. Сырное, безумно сырное. Просто, смотрите, сырное безумие. Вот такими вот кусками оно идет. Главное, что мы хорошо размешали муку. Тут нет комков мучных. Поэтому это все дело однородное получится. С тягучим сыром вкусным. Яйцо это все скрепит, также сыр это все скрепит. Будет обалденно. Теперь мы берем сковородку, ставим на плиту, разогреваем маслечко сливочное и оливковое и заливаем нашу смесь. Также под крышкой 15 минут. Нижняя сторона подрумянится, можно переворачивать еще на 5 минут. Но главное, смотрите, не пропустите этот момент, если, допустим, у вас сковородка хорошо жарит, ну, точнее, плита хорошо жарит, и минимальная температура достаточно высокая получается, то есть она все равно шкварчит, да, то пожарите 10 минут на одной стороне под крышкой, потом переверните еще 5. Примерно вот так. Но надо смотреть, чтобы не подгорело. Так, сливочное масло. Я дам где-то грамм 50. Так, бац. И дам еще оливкового масла. Можете растительное добавить, не обязательно. Хочу оливочек. Не сильно много, так чтобы оно покрывало это все дело, сковородку, чтобы оно все смазывало. Масло растает, буду засыпать смесь. Все, вот так вот аккуратненько это все дело разровняли, чтобы оно получилось у нас ровно, круглое. И накрываю крышкой. Все, ждем 15 минут, затем переверну еще 5 и покажу, что получилось. Так, осталось сделать жареный бекон. Я называю его жареный, на самом деле я его только запекаю, потому что весь лишний жир вытапливается, меньше тратишь инвентаря, типа сковородки и так далее. Ну, не знаю, мне нравится так больше, ты его закинул в духовку себе, он запекается, получается даже не хуже, а лучше, чем жарить на сковородке. Вот это вот. Мешай, чтобы не подгорел. Тут себе ты выложил его аккуратненько. Красивенько. И все. Закинул и забыл. 5 минут и все готово. Такие вот дела. Вот, так, это мы выкладываем. Что мне осталось? Фасоль сейчас ставил в микроволновку разогреваться. Дальше овсянка готова. Сейчас нарезку добавлю. И буду жарить яйца где-то за 5-7 минут до завтрака, чтобы они были горячие.
Жарю я по чуть-чуть и распределяю по порциям так же самое. То есть, по сути, я знаю, за первую неделю я уже стабильно знаю, сколько съедают, поэтому у меня как бы не остается большое количество порций, у меня остается всегда по чуть-чуть. А просчитываю все остальное я так же само, отталкиваясь от опыта, от того, как экипаж кушает, какое блюдо они кушают, какое они не любят. И тут ты уже сам можешь просчитывать это все дело. То есть, как бы сложного в этом ничего нет. То есть ты за первую неделю все просмотрел, все понял. Продукты, которые ты можешь доготовить, добавить, ты себе просто делаешь постепенно, поэтапно. Ну, допустим, там обжарил яйца, да, там 5 штук. Пришли люди, там 3 человека, съели эти 5 штук, ты добавил еще 5. И все. И так ты играешься, то есть тебя, получается, не надо жарить 20 яиц сразу. Во-первых, они остынут, во-вторых, их могут все не съесть. Фасоль готова. Горячая. Так, отлично. Фасоль я, кстати, сам делал. Отварил сначала фасоль, а потом заправил с томатным соком, томатной пастой, соль, перец, базилик и немного чесночка добавил. Получилось не хуже, чем с банки, честно говоря. Так, что тут у нас происходит? Все жарится шикарно. Так, это дело можно пересыпать. Это дело откладываем. Овсянку тоже можно уже пересыпать, это все сложить на место. Выложить. Опа. Вот смотрите, то есть она уже набухла. Видите? То есть была жидкая, стала густая, потому что оно все набралось. Ну, потому что это овсянка такая, она пропаренная, ее нужно не варить, а запаривать. То есть даже здесь написано, что время приготовления вроде, да? Нет? Да, залить кипятком на 5 минут. Вот и все. Такая овсянка. Конечно, если это цельнозерновая овсянка, там, допустим, либо она крупная, либо она давленная. Но вот давленная, она будет быстрее вариться, чем цельное зерно. А это вообще, мало того, что она пропарена, она и дробленая еще. Так что, понятное дело, что ее только запарить нужно. Я, кстати, вот приезжаю, когда на суда, начинаю готовить. Там, у меня стандартные завтраки, да, то есть я знаю, что там яйца такие, овсянка. И дальше уже добавляю там от себя либо слойки с вареньем, либо сосиска в тесте. Ну и начинаю уже играться с тем, что есть. А так, база, так, фасоль, потому что интернациональный экипаж, и англичане есть, и шведы, норвеги, то есть и чаще всего они любят на завтрак, английский завтрак называется, то есть любят есть фасоль. То есть я готовлю фасоль через раз, бывает наггетсы на завтрак делаю, бывает эти хэш-брауны, то есть по-разному. А овсянку всегда, каждый день. И бывает, приезжаю на судно, готовлю овсянку, и наши типа, о, наконец-то овсянка, давно не ели овсянку, типа шикардос. Потому что мало кто готовит овсянку, не знаю почему. Хотя ее достаточно нормально едят. То есть там 2-3 человека ее стабильно ест. Смотрите. Суша. Сейчас покажу ближе. Мы в 8 утра заходим. Подсниму, думаю, как мы будем заходить. Special for you, guys. Оба. Также мне пишут, типа, почему ты работаешь в перчатке, почему ты работаешь без перчатки, почему туда-сюда, почему одна рука с перчаткой, другая нет. Друзья, у меня руки, наверное, чище, чем у доктора.
Ну, такие же, как у доктора. Потому что руки я мою, я не знаю, ну раз, блин, я не знаю, наверное, 1000 в день. Каждый раз какой-то продукт потрогал, где-то что-то взял в руку, сразу помыл. Вот. Поэтому тут как бы даже можете не заморачиваться. Пишите сколько хотите. Я работаю всегда в чистоте, в порядке. И скажу вам больше. За все мои контракты, это уже более 12, наверное, за 9 лет работы ни разу никто на моей смене не отравился. Так что, друзья, делайте выводы. Вы можете и в перчатках работать с грязными руками, трогать и лапать все, что угодно, не следить за чистотой, за рабочим процессом, что вы берете, но зато вы в перчатках. Ну и толку. Надо работать не в перчатках, а надо работать с умом. Вот такие дела. Так, погнали посмотрим, что там. Время как раз подошло. Одеваем перчатку. Смотрим. Видим, да, что вот она схватилась, отлично. Теперь надо это все перевернуть с помощью крышки. Сейчас поставлю вас вот сюда. И смертельный номер, как вы любите. Эту руку вот так вот сделаю. Надеюсь, что сейчас ни ручка не сломается, ни все не перевернется. Оба! Какая красота! Посмотрите, ну прелесть же, прелесть. Теперь мы это все сюда делаем. Оп! Опа! Осталось чуть-чуть, но ничего. Не без потерь. Смотрите. Но это просто безумие. Безумие. Все, дожарим 5 минут и буду нарезать, покажу вам, как получилось. Хачапури обалденный. Вообще, рецепт просто пушка. По-вишняковски. Так, переходим к обжарке яиц. Я еще и записываю, да. Сегодня еще, да, показываю рецепты. Скажи. Давай мясо. Так, вам яйца с двух сторон? Хорошо. Sunny side, да? Это называется Sunny side. Так, мясная сырная нарезка готова, бекон я выставил. Смотрите, какая красота. Сырный, воздушный. Ну, в принципе, сейчас все дожариваю, нарезаю и выдаем. А через 45 минут мы заходим в порт. Так, открываем, точнее отмываем. И будем это сейчас перекладывать аккуратненько. Стой сзади меня, чтобы я тебя не вырезал потом. О, песня. Песня, смотрите. Теперь нарезаю. И можно пробовать. Вот, смотрите. Какой сырный, воздушный. Класс. Сейчас просто в момент уплетут. 100%. Так, все, буду выдавать. Замывать все. И пойду засниму, как мы заходим в порт. Так что, до встречи. Ну что, как? Прям офигенно сырная, класс. На завтрак, конечно, тяжеловато, ну ладно. Ну, все равно хачапури сырная, вкусная. Вкусная, вкусная, отличная. И готовится несложно. Там у нас старый добрый Денхелдер. Вон уже. Вот там. Ну,
Уже обходили его вдоль и поперек. Так что сейчас пойду сниму, как мы будем заходить. Не переключайтесь. Старый добрый Den Helder. Уже пришвартовались. Так. Все, конферек еще попил. Все заснял для вас, друзья. Пойду дальше замоюсь. И буду продолжать работать. Еще не все пришли. Так как швартовка, все дела. А вам что хочу сказать. Подписка, лайк, мнение в комментариях. И до новых встреч. Готовьте со вкусом, друзья. До встречи в новом ролике.